Доброго здоровья, друзья, подписчики и гости канала. Сегодня мы продолжаем тему предыдущего видео. Кто не знает, о чем идет речь, вы видите название этого видео на экране. Я благодарен всем, кто оставил под ним свои отзывы, пожелания, комментарии. Среди комментариев была и критика, и конструктивные замечания, и вопросы, которые я все учел в этом видео и попытаюсь вам их раскрыть и рассказать. Кстати говоря, о подписчиках. Вижу по статистике своего канала, что очень много из вас смотрит мои видео без подписки. Я понимаю, наверное, что это связано с возрастом, возможно, моих подписчиков. Попросите свое молодое поколение, чтобы они настроили вам аккаунт и сделали подписку. Если вы будете подписаны на мой канал, вы сможете получать уведомления о новых видео и быть в курсе свежей информации, которая выходит на моем канале. Так как в личных разговорах часто слышу о том, что мы не видели твое последнее видео, а вот там попалось еще что-то, подпишитесь на YouTube канал и также подпишитесь на Telegram канал. Ссылочка под этим видео есть. Там живое общение, чат, возможность задавать вопросы, присылать фото, видео, свои ситуации. И просто даже ваш опыт, ваши знания могут помочь начинающим, чтобы вы со своей стороны что-то подсказали и ответили на их вопросы. Продолжим раскрывать тему также видеопрезентации, потому что вам понравилось. А начнем с дополнений по прошлой теме, так же, как было устроено прошлое видео. Клещ и препараты. Перед собой вы видите такое эксклюзивное фото фиксации клеща к плеуральной мембране пчелы. Слева это фото находится, стрелочкой черной указано место прокола, где клещ непосредственно прикрепляется к этой мембране и потом продолжает питаться жировым телом. Справа на фото мы видим сам ротовой аппарат клеща вароа. В увеличенном виде выглядит как настоящий монстр, а не просто мелкая пакость, которая мешает нашим пчелкам. Также я упустил в прошлый раз такой факт, как влияние клеща на продолжительность жизни пчел имеется в виду, если пчела повреждена клещом. Обычно продолжительность жизни составляет 30-45 дней здоровой пчелы в летний период, весенний-осенний, так можем сказать, в активный период. 180 дней – это зимовка без выкармливания расплода и вылетов за нектаром. И вот если пчелка проколота одним клещом, один прокол есть, уже вдвое меньше нормы 18-25 дней. С двумя 10-15 дней. Соответственно, если 3, то еще меньше. И также мы знаем, что клещи поражают еще куколку, поэтому выходят недоразвитыми. И также, если говорить о трутнях, то они в принципе могут быть неспособными к оплодотворению. Среди замечаний было отмечено отсутствие информации о молочной кислоте, ее роли в борьбе против клеща. Я решил исправить эту ситуацию и привожу информацию по молочной кислоте. Действительно, это препарат высокой эффективности при правильном применении, достигает до 99%, но от 83% эффективность обработки. Влияет на прикрепление клеща, нарушает способность клеща прикрепляться к пчелам, а также уже влияет на самого клеща. Преимущество применения молочной кислоты – это ее натуральность и безопасность. Она в определенных количествах присутствует в меде, то есть является определенной составляющей самого улья. Безопасна для пчел и человека. Клещ к ней неустойчив, привыкания также она не вызывает и оказывает минимальное влияние на пчел. При правильной дозировке никаких негативных последствий не отмечено. Какие же есть недостатки и ограничения все же у молочной кислоты? Первое – это трудоемкость ее применения, так как применять ее необходимо путем распыления на каждую рамку с каждой стороны. Ограниченная эффективность в запечатанном расплоде, то есть она действует только на того клеща, который находится на пчелах. И зависит от погодных условий. Снижение эффективности при низких температурах, потому что обработка проводится не ниже 15 градусов. Соответственно, это ограничивает наши возможности применения в определенные периоды. Правильное применение – это 15% раствор молочной кислоты. Дозировка, периодичность вы видите на экране. 2-4 обработки с интервалом 4-7 дней. Конечно же, необходимо использовать защитные средства для глаз и кожи. А почему ее не было в прошлом обзоре, почему ее часто недооценивают? В первую очередь это трудоемкость применения на больших пасеках. Даже 10 ульев – это маленькая пасека, но применять достаточно сложно. Представьте себе, 10 ульев, скажем, у нас на момент применения молочной кислоты будет хотя бы там по 9-10 рамок. Это нужно каждую рамку достать и опрыскать молочной кислотой с каждой стороны. Довольно трудоемкий процесс, поэтому она не получила широкого распространения. Ну и отмечается при этом всем слабая коммерциализация. То есть нет готовых препаратов, нет каких-то специальных веществ, которыми бы можно было, точнее, нет специальных приборов, которыми бы можно было
ее в другом виде применять. Для того, чтобы сравнить кислоты, я привел такую сравнительную таблицу: молочная, муравьиная и щавелевая кислота. Я здесь отметил такие характеристики, как тип обработки, сублимация, капли, капельное нанесение на пчел. Муравьиную мы испаряем, щавелевую можем применять через сублиматоры, что значительно ускоряет процесс обработки. Действие на клеща в расплоде, остатки в продуктах, также представлена эта информация. Влияние на пчел, влияние на матку. О влиянии на матку мы чуть дальше поговорим более подробно. Температуры, при которых применяются эти кислоты, также представлены. И отмечена простота применения, период применения, устойчивости клеща нет ни к одной из этих кислот. Из плюсов у нас выигрывает муравьиная кислота, так как она проникает в расплод, согласно теоретическим данным, и там уже воздействует на клеща. Основные минусы – это точная дозировка любой из кислот, применение определенных защитных средств и в некоторых случаях это трудоемкость обработки. Кроме того, о некоторых минусах применения кислот мы поговорим также немножечко ниже. Часто в моих комментариях под видео с сублиматорами, которые я сам изготавливал из паяльника для пластиковых труб. Также эти видео я оставлю ссылочки, вы сможете их посмотреть. Кто еще не видел таких приборов самодельных, кто не знает, вы можете с этим ознакомиться способом. Он позволяет достаточно быстро обрабатывать семьи путем внесения порошка щавелевой кислоты в самодельный сублиматор, в котором выдержана правильная температура, диапазон температуры. И вот под такими видео по обработке очень многие пишут неточную информацию. Даже в прошлом видео один подписчик писал, что не согласен со мной в том, что щавелевая кислота при сублимации не превращается в муравьиную. Действительно, именно такую информацию я нашел. Не нашел никаких подтверждений, научных исследований, каких-то статей по поводу того, что есть какое-то преобразование щавелевой кислоты в муравьиную. Что на самом деле происходит? При нагреве щавелевая кислота сублимируется, переходит сразу же из твердого состояния, без жидкого, сразу переходит в газ. И ни на какие кислоты она не разлагается. Единственное ее разложение может начаться при температуре выше 200 градусов, что я отмечал в своих видео по сублиматору. Если мы превысим температуру на сублиматоре, тогда образуется угарный газ и углекислый газ, что может повредить даже нашим пчелам, навредить и отравить их. Есть некоторое выделение небольшого количества муравьиного альдегида, но это не муравьиная кислота абсолютно, это совершенно разные вещи, тем более небольшое количество. Еще раз скажу, почему же важна именно оптимальная температура во время сублимации. Потому что по 200 градусам, вы поняли, нельзя ее превышать. Если будет ниже там 120-150 градусов, то процесс сублимации, он в принципе не пройдет, не будет этого необходимого перехода. Нам нужно провести этот физико-химический процесс в определенных условиях, тогда будет эффективность. Для большей эффективности в своих ульях я даже поделал специальные пробки в виде мебельных гаек, в которые вкручивается болт. И выкручивая этот болтик, у меня получается отверстие в 10 мм, куда я вставляю сублиматор при закрытых литках. И при этом у меня нет потерь щавелевой кислоты, ее паров. Потому что если есть потери и они выходят из улья, тогда концентрация этой кислоты, точнее количество вещества в улье снижается, что негативно сказывается на результате обработки. Итак, мы здесь отметили, что в муравьинку не превращается, и важно четко контролировать процесс, чтобы у вас действительно был ваш сублиматор настроен на правильную температуру. По воздействию кислот на матку. Когда я начинал обрабатывать кислотами, муравьиной я тоже пользовался. Но что хочу сказать лично на своем опыте. Когда я обрабатывал после муравьиной кислоты, через какое-то время проводил также контрольную обработку амитразом, я не был впечатлен результатом муравьиной кислоты. В этом году обещаю проверить отдельно на определенных семьях этот результат и сказать вам, ну, конечно же, позже, там, летом, осенью, какой-то вывод мы еще раз сделаем. Возможно, была кислота не такая, возможно, какие-то условия были неправильно выдержаны и так далее. Потому что проводил я этот опыт давно, и результат меня не впечатлил, а потом я узнал о том, что именно муравьиная кислота может влиять на маток. Причем эта информация была просто от кого-то, кто-то мне об этом сказал, что, ну, на просторах также интернета, что муравьиная влияет негативно на маток, остальные кислоты не влияют негативно. Молочную кислоту я также пробовал, но здесь были нюансы. Я тогда был очень неопытным пчеловодом и делал эту обработку ранней весной. Температура там была нормальная, я не знаю по поводу самого препарата и самой концентрации, потому что какая-то, как говорится, стрёмная бутылочка была с этой молочной кислотой. И по пропорциям, не знаю, пчелки у меня выглядели как какие-то попаленные, без волосков, просто черные, и я больше ей пользоваться не стал. Скорее всего, это из-за неопытности и неправильного применения, потому что я знаю многих людей, которые пользуются
молочной кислотой и говорят, что все прекрасно. Что же касается воздействия кислот на маток в целом, любая кислота может негативно повлиять как на саму матку, так и пчел, если неправильно дозировать, неправильно делать концентрацию и при каких-то других причинах, например, при непосредственном попадании кислоты на матку. Поэтому есть определенные нюансы, здесь нужно быть осторожным, и даже в плане применения щавелевой кислоты рекомендуют некоторые источники изолировать матку на время обработки. Мы можем ее как потерять, так она может покинуть улей из-за резкого запаха, могут сменить матку, тихая смена произойти, естественно, из-за каких-то ее увечий, и также может замедляться яйцекладка. Отдельно я сделал вот такие выдержки по кислотам, по щавелевой кислоте. Отмечается безопасность применения именно методом сублимации, так как при капельном нанесении может обжечь матку, вызвать стресс, может временно нарушить яйцекладку. Поэтому это сублимация. И не применять также щавелевую кислоту при большом количестве открытого расплода. Также один из уважаемых пчеловодов, которому можно доверять, отмечал, что при применении щавелевой кислоты отмечается некоторая закисленность в улье, которая приводит к порче самой перги. Некоторые источники также рекомендуют, и даже в инструкциях пишется, изолировать рамки с пергой, то есть убирать и так далее. Как мы видим, любая кислота, если подходить по всем ее нормам, строгостям и каким-то предписаниям по безопасности применения, требует очень много различных таких подготовок. На пергу нельзя, матку лучше изолировать и так далее. Поэтому, конечно, здесь нужно быть очень осторожным, и перед тем, как будете применять любую из кислот, обязательно внимательно читайте инструкцию. Молочная кислота, самая мягкая, почти не влияет на матку, эффективно только на тех клещей, которые на пчелах, понятное дело, применяется она и весной, и осенью. Можно, конечно же, делать какие-то и профилактические обработки, но учитываем ту информацию, что влияет только на тех клещей, которые на пчелах. А мы знаем, что там бывает большая часть клещей незрелых. Поэтому особь, я, кстати, скажу чуть позже, как нужно правильно оценивать результаты, как правильно нужно оценивать эффективность любого препарата, и кислоты, и пластин, и так далее. Ну и мы можем сделать коротенький вывод по кислотам. Муравьиная кислота самая агрессивная, но проникает в расплод. Есть риски потери маток, если не соблюдать дозировку. Дозировку соблюдать там тоже нужно с толком, с чувством, с расстановкой, потому что есть разный объем улья, разное количество рамок в самом улье, разная сила семьи и разные испарители, которые тоже там могут быть больше открыты, меньше открыты. Все это нужно учитывать. То есть работать с кислотой нужно внимательно. Щавелевая кислота безопаснее, но ее лучше использовать именно сублимацией. Обязательно сделать сублиматор. А почему сделать? Потому что купить очень дорого, но можете и купить. Молочная кислота мягкая, но не убивает клещей в запечатанных ячейках, как, собственно говоря, и щавелевая. По своему опыту применения кислот я сказал. Относительно того, как действуют кислоты, и есть такой вопрос, можно ли вообще обойтись без какой-то тяжелой химии, акарицидов, можно ли обойтись именно применением щавелевой кислоты, потому что очень многие страны якобы вот именно только так и пользуются. Значит, хочу на данном этапе сказать, как вообще правильно оценивать результативность ваших обработок. Если вы обработали каким-то препаратом. Почему я в своих видео ни в прошлом, ни в этом не говорю о каких-то настойках, шишек, кислом борще и каких-то еще, ну, понятное дело, я немножко утрирую, но многие там поят, чем только не поят. И молоком, и сывороткой, и шишки заваривают с полынью и все остальное. Что хочу сказать по этому поводу, тем более меня спрашивали, как я отношусь к эфирным маслам. Значит, смотрите, вот эти всякие пойла, типа кислых там борщей и шишек, нельзя путать с эфирными маслами. Это не одно и то же. Значит, вот эти всякие припои, опрыскивания полынью и все остальное, на клеща оно никак не влияет, на самого абсолютно. Были еще когда-то видео там про то, что пчел поят сиропом с перцем. У меня, кстати, на канале есть плейлист, который называется «Борьба с клещом ворова». И там вот эти все народные методы, я все на заре, можно сказать, еще вот этого борьбы там с клещом, я все перепробовал, все вам показал, есть все результаты, как оно там чего влияет. Значит, чтобы не быть голословным, не говорить по 100 раз в кадре слово «кислый борщ», я вам скажу, что я перепробовал реально. Значит, лавровый лист в дымарь, перец в дымарь. Причем это перепробовали не только мои пчелы, но и я лично своим носом. Потому что, ну, короче, думаю, да, дымну там и так далее. Короче, я нахватался и лаврового листа, но он нормально еще
сносно все. Вот перец, конечно, красный в дымаре, который попадает этот дым в глаза или в дыхательные пути. Ой, я не знаю, как пчелы, но у меня клещей точно после этого не было. Значит, что я еще пробовал? Добавлял я этот перец в сироп. Делал я проливы всяким таким шмурдяком. Никакой осыпи, клеща вообще нет. Единственное, на что может повлиять какой-то из этих там препаратиков, какая-то горечь, она может нарушить цепочку питания клеща. Ну, например, какой-то один клещ, гуляя по улью, переползая с пчелы в расплод, где-то там чего-то подхватил или просто нанюхался. И вот его это сбило с толку на какой-то момент, и он куда-то не успел. То есть вот чисто на таких, то есть это такой минимальный процент пользы, при том, что если бы вы видели, как пчелы на это реагируют, бедняжки. Поэтому, ну, я не рекомендую вам заниматься такой ерундой, потому что это научно абсолютно не доказано именно как в борьбе с клещом. Да, там с энтеробактериозами, когда мы говорим об отваре КАС-81, это вот тот, который я шишками называю, отваре полыни, на энтеробактериозы, да, есть положительное влияние, которое отмечено наукой. С клещом это никаким образом не позволяет бороться, иначе бы мы все шишки уже давно переварили и потравили всего клеща. Что касается эфирных масел, это отдельная тема, как работают эфирные масла. Они распространяют свое благоухание по улью, и тем самым, имея такой яркий, насыщенный запах, они влияют на внутриульевой запах и сбивают клеща с толку. Он не чувствует запаха, где находится открытый расплод. Это не говорит о том, что он совсем до него не добирается, не попадает, но какие-то определенные вот эти его пути, как бы карты спутать, да, эфирными маслами можно. Но вопрос также в их правильности применения, потому что когда мы там, например, какой-нибудь эко-пол или какой-то эко-эко, я покупал какие-то пластинки, ставил, они пахнут хорошо, но я не знаю, какой был от них эффект. Вот. Не могу ничего прям сказать, чтобы, ну, был эффект или не был. Не могу ответить на этот вопрос, объясню чуть позже почему. Следующий этап — это самостоятельное изготовление таких пластин. Очень многие берут, наносят их на картонку. Таких видео полно. Вы думаете, я этого не делал? Я всю эту ерунду перепробовал. Значит, картонку и полоски в виде картона, бумаги, всего, что пчелы грызут, категорически нельзя использовать. Весь этот картон, бумага попадает в пищевод пчелы, вызывая там различные негативные последствия. Оно же имеет острые кромки, если микроскопически рассмотреть. Вот этот весь и пакеты даже, которые мы туда кладем с сиропом, микропластик, он отмечается в кишечнике пчел. Уже даже у человека в голове найден микропластик в некоторых количествах, поэтому все вот эти грызущиеся предметы в улей добавлять нельзя. Все это распространяется мелко-мелко по улью, оно в любом случае везде попадает, и в мед тоже. Относительно самого запаха, есть отмеченные данные учеными, что если передозировать, неправильно приготовить эти пластинки, любые картонные там или шпоновые с эфирными маслами, это может вызвать даже слет семьи. То есть, ну, передозировали конкретный запах какого-то конкретного масла, и он вызвал вот такой эффект покидания улья и так далее. Относительно покидания улья тоже, вот те особенно комментаторы, которые просто вот пишут лишь бы написать. Если я говорю, я знаю, я никогда не говорю ничего на ветер, то, чего я не перепробовал. Есть такой препарат, называется, я его название покажу на картинке, забыл. В состав его там и перец, и горькие травы различные. Значит, развел я его с водой, как положено, и опрыскивал по пчелам. Улей, самих пчел опрыскивал, вот как молочной кислотой. От чего я обрабатывал? Обрабатывал я от паралича пчел, лечил их таким образом, потому что этот препарат был показан как раз при таком заболевании. Эффект был просто кошмарный. Значит, ну, вылечить-то я их вылечил. Я 2 или 3 обработки проводил. Вроде бы все нормально. Паралич исчез, черные пчелы исчезли и все остальное. Пошло все хорошо. Но пчелы разлетелись из улья. Слава богу, они сели на листья винограда, на различные там травинки и долго сидели. Я не знаю, произвел ли это запах на клеща какой-то эффект, потому что клеща в улье было не посчитать. Пчелы сидели везде, но не в улье. И матка бежала по стенке улья из первого во второй корпус. У меня там двухкорпусная семья стояла. И на медосборе это было, но я мед от этой семьи не брал, да, они там и собирали его как-то не очень. Ну, семья больная была, это было давно. И я видел своими глазами, как матка от этого всего шока тоже бежала по стенкам улья вверх для того, чтобы смыться. И когда она вылетела из улья, я ее поймал вот так вот рукой, просто как муху, комара в ладошку. И дал ей отдышаться и посадил ее на рамку, которую уже обработал, и на ней не было такого запаха. Так вот, вот эти все травы, запахи, не надо думать, что это прекрасно. Если мы капаем эфирное масло в бане, 2 капли на ковшик воды, то это не означает, что набодяжить в улей, это все будет прекрасно, шикарно для самих пчел. Кроме того, эфирные масла также
отмечаются в меде. Если делать это перед медосбором незадолго, то весь этот запах, вот именно запах, он остается в меде. И мед потом пахнет так, как будто вы в нем шишки заваривали. Поэтому мое отношение, ну, наверное, это определенная профилактика. Ни в коем случае это не лечение вароатоза, не борьба с клещом, это профилактика. Но делать ее или нет, это уже ваше решение. Теперь дальше. Когда мы говорим об эффективности обработки любыми шишками, кислым борщом, с сывороткой молочной, эфирными маслами или еще чем-то, или какими-то полосками с тяжелой химией, для того, чтобы сказать, что этот препарат, этот способ обработки мне, вам, то есть помог, очень часто желаемое выдается за действительное, и очень часто нет точной картины результата. А именно, как это происходит? Человек применяет эфирные масла, применяет настои, отвары, опрыскивание. Все это делает в течение сезона, а потом в конце сезона обрабатывает аметразом. И на следующий сезон пчелы выходят из зимовки, и он говорит, все это работает, все прекрасно, все шикарно. Поэтому вот делайте так, как я. То же самое ставит просто полоски весь сезон, там весна, потом с августа после медосбора начинает, и потом все равно обрабатывает аметразом. Или же каким-то еще там флуметрином, флуолинатом, сейчас мы о них тоже поговорим. Значит, и потом говорит, семья выжила, все прекрасно, все работает. Это неправильный способ, неправильный метод. Нельзя по косвенным признакам, которыми является перезимование, значит, успешная зимовка пчел, нельзя по косвенному признаку сказать об эффективности вот этих этапов. Почему? Потому что как необходимо проверять? Берете вы какие-то полоски, шпон с каким-то препаратом, берете вы какие-то масла, ну любой препарат взяли, провели обработку, у вас должно быть сетчатое дно или полностью застелено дно глухое бумагой. После обработки, когда вы считаете, что препарат продействовал, это должны пройти хотя бы сутки, двое суток, вы либо снимаете корпус и видите белый лист бумаги по всей площади дна, либо у вас по всей площади дна сетка, и вы вынимаете вкладыш и смотрите на особь клеща. Вот только тогда вы можете сказать об эффективности именно этого препарата. Нельзя так сказать, что если вы обработали пчел кислым борщом с пятикратной обработкой по воскресеньям, вместо того, чтобы его вылить, не травить ни собаку, ни пчел, и потом у вас семья выжила, так как вы ее еще обработали аметразом осенью, то борщ работает. Нужно четко после применения каждого препарата смотреть на особь этого клеща, то есть насколько, либо же проверять за уровень заклещенности. Проверили уровень заклещенности до применения препарата, применили его, если он, допустим, отгоняет клеща, сбивает его с толку, нарушает его цепочку питания. Проверили уровень заклещенности после применения, либо же спиртом, либо же сахарной пудрой. Есть еще один способ, но он не прижился, кстати, там при помощи электронного приложения. Задумка была неплохая, но, на мой взгляд, там очень много недостатков, так как фото и видео, которые там снимаются в этом приложении, они же пчелку фоткают только сверху. Ну, то отдельная тема, как бы неэффективно и неэффективно. Потому что, может быть, его не было в сезоне такого большого количества, как в тот сезон, когда погибли ваши семьи. Итак, мы переходим, друзья, к аметразу и его продуктам распада. Такой вопрос прозвучал в комментариях от моего уважаемого подписчика, который также мне присылал некоторые документы лично в переписке, ознакомиться с ними. И суть в том, что никто не против, что аметраз быстро распадается. Действительно, это неустойчивое соединение. Все это распадается и в улье, и просто самостоятельно. Но продукты распада, которые остаются после распада этого вещества, вопрос именно по ним, насколько они вредны, какими обладают свойствами и канцерогенны ли они, потому что очень много людей боится, что что-то вызовет рак, и есть определенные такие штампы в обществе, накапливается в организме, канцерогенно, вызывает рак. Об этой теме я сниму отдельное видео, которое будет называться примерно там опасности, которые могут нас подстерегать в улье. И там я расскажу и о применении ППУ ульев, и о пленке, о формальдегидах, которые выделяются якобы в большом количестве или не в большом. Мы исследуем эту тему. О продуктах распада и различных там накоплениях и всем остальном. Это тема отдельного видео, я его, думаю, скоро представлю вам. Переходим непосредственно к продуктам распада аметраза. Их три. Названия первых я даже боюсь прочитать, потому что надо по слогам. Диметил нигидразон. Также диметил бензоформамидин и аминоцетофенон. Но если потренироваться, то можно и быстрее. Короче говоря, это вот основные метаболиты, продукты распада. Первый, он в большем количестве остается именно из всех трех. Накапливается в воске, влияет на нервную систему насекомых. Канцерогенность его не доказана, мало исследований проведено и нельзя. Есть только опасения, что, возможно, он канцерогенен. Но как его исследовать, еще не исследовали, не выделяли на это достаточно времени и денег.
Есть определенные там статьи, исследования, я их тоже смотрел, видел, но приводить их здесь, я считаю их недостаточно авторитетными, чтобы прям точно сказать, что вот они там о чем-то правильном говорят. Далее, диметилбензоформамидин, второй вот этот побочный продукт, который маркируется как ДМФ, токсичен для клещей и потенциально для пчел. Его исследования мало проводились, мало исследовались, то есть есть определенное предположение, что он может быть канцерогенен, но опять же это не подтверждено исследованиями на сегодняшний день. Я проверял информацию во многих источниках, не нашел подтверждения канцерогенности. И последний продукт может вызывать аллергические реакции, но не считается канцерогеном, он в принципе содержится во многих продуктах питания. Ну и может даже образовываться от того, что продукт питания просто портится там и так далее. То есть ничего именно в этом третьем веществе плохого нет. У нас самый главный вопрос, остаются ли следы всех этих препаратов в меде и воске. В меде амитраз не обнаруживается, так как быстро разлагается. А в воске остатки метаболитов могут сохраняться в небольших количествах. При многократных обработках может происходить накопление продуктов распада в воске, что создает риск для пчел и загрязнения продуктов. Но по сравнению с другими, ну мы чуть позже об этом скажем, канцерогенны ли продукты амитраза? Значит, на животных тестировалось частично, но канцерогенного эффекта не выявлено. Мало исследований, я сказал, и почему вот все также оперируют тем, что в Европе амитраз запрещен, в ряде стран он запрещен. И выпячивается это все, как, вы поймите меня правильно, из моей интонации, я не сторонник амитраза, я не защищаю амитразников и не хочу возвести этот препарат в какой-то пьедестал почета. Дело в том, что нужно всему искать корень какой-то и объяснение. Что говорить по странам, я прогуглил эту информацию, почему, в принципе, амитраз запрещен во многих странах. Именно потому, что действия этих метаболитов не исследованы до конца. Вот только поэтому. И потому, что, в принципе, он считается акарицидом, ядом. И многие из них, многие акарициды, многие различные вещества запрещены из-за загрязнения окружающей среды и различных нюансов и моментов. Ну, чтобы провести такую параллель, о которой я тоже буду говорить в том видео, где буду рассказывать про вред и пользу продуктов питания, продуктов, получаемых в пчеловодстве, давайте такую параллель, приоткрою небольшую завесу, приведу вам такой пример. В Европе запрещено открывать капот автомобиля. И тут можно занавес уже опускать. То есть, если я разбираюсь в автомобилях, и у меня просто там отлетела клемма, или ну, какое-то окисление произошло, или еще что-то, то есть вообще не связано никак с маслом, какими-то там жидкостями, бензином и так далее. Просто мне нужно поправить клемму аккумулятора. Или он разрядился, мне нужно самостоятельно открыть капот и подкурить на аккумулятор, то есть подать туда напряжение, зарядить его или завести автомобиль. Этого делать нельзя, потому что исключить вариант, вдруг ты открыл капот и ты будешь там что-то делать с маслом, чтобы, не дай бог, капля масла никуда не попала. У нас же это масло выливают, но не буду углубляться в эту тему, что и как и так далее. Но не от масла мы умираем на сегодняшний день моторного, а скорее всего от того масла, которое продается в магазинах и выдается за то масло, которым мы намазываем хлеб. Но опять же, то есть я здесь только хочу остановиться на том, что запрет его, он не базируется на его абсолютном вреде, который, ну, просто вау, все, ни в коем случае, ужасный яд. Не поэтому он там запрещен, поймите. Он запрещен там больше, так мы можем сказать, превентивно. Значит, какой вывод можем сделать? Что официальная канцерогенность на сегодняшний день так и не доказана. Кроме того, в конце я приведу специальную таблицу по странам, и вы увидите там разные страны, где амитраз разрешен и где запрещен. И забегая наперед, хочу сказать, что слышал информацию от очень солидных, уважаемых ученых Украины, которые на сегодняшний день обмениваются данными со всем миром, и они составляют статистику по заклещенности семей, по смертности семей за прошлый период, за зиму. Эта статистика наибольше так накапливается уже за последние 3-5 лет. Украина участвует в этих опросах, и что показывает, что интересного дает эта статистика. Гибель семей, популяций семей высокая там, где не применяется амитраз. Это факт. Есть карты, на которых нанесены. Я не стал приводить эту информацию здесь. У меня есть это фото, эти карты с той конференции научной, на которой я присутствовал и видел эту информацию, и сделал для себя. Я не хочу распространять эту информацию, потому что это может быть это авторские права и так далее. Не хочу нарушать. Но карта мира, на которой зеленые зоны показаны, те места, где все нормально с заклещенностью, она в пределах допустимого. И там, где зоны красные. Есть оранжевые еще зоны. Так вот, там, где красные, там амитраз запрещен. И многие страны рассматривают как раз-таки вопрос о том, чтобы разрешить амитраз и
инициируют исследование, доисследовать его, насколько же он там действительно опасен и так далее. Поэтому это еще не конец и не точка в этом вопросе. Исследования продолжаются, и некоторый вектор изменяется в обратную сторону. Чрезмерное использование метраза может привести к накоплению продуктов распада в воске, что может быть опасно для пчел и человека. Мед остается относительно чистым, но если многократно обрабатывать, то могут быть следы продуктов разложения. Лучше чередовать препараты и обновлять воск, чтобы снизить накопление остатков. Ну, рекомендация такая: обновлять воск. Дело в том, что чуть дальше поговорим еще о флуметрине. А вот здесь у нас есть второй представитель, флувалинат, накопление и остатки. Раз уж мы говорим об этом, то тогда следует сказать и о всех этих веществах, то есть дополнить презентацию и информацию прошлого видео, что же содержится во флувалинате и в принципе его накопление и остатки. Самое страшное во флувалинате — это то, что он жирорастворим. Если мы в аметразе говорим, мы его можем растворять спиртом, керосином, водой, он водорастворим. И это говорит о том, что когда мы варим воск, то воск же сам по себе всплывает на поверхность, он как жирный, имеет меньшую плотность, он поднимается наверх. Все, что водорастворимо, оно остается в той воде, в которой воск кипит. Поэтому если 2 раза прокипятить воск, то он будет более чистым, по крайней мере, от водорастворимых каких-то вредных компонентов, так скажем. Если препарат, вот флувалинат в данном случае, жирорастворим, это говорит о том, что он не уйдет в воду, он будет находиться в самом воске. То есть именно флувалинат очень сильно загрязняет воск. Остатки могут сохраняться в течение нескольких лет. Они там не только сохраняются, они там накапливаются из года в год, потому что все поголовно используют эти полоски, пластинки с флувалинатом и флуметрином. Но почти не переходит в мед. При перегреве улья возможно попадание следов. Для пчел вызывает нарушение ориентации, фертильность матки и гибель расплода. Та вощина, которая содержит уже достаточное количество флувалината, очень многие пчеловоды, это было и на форумах, и на конференциях, выступали и подтверждали слова, что вот он, лист вощины, несколько ячеек просто погибает. И причина не в заражении расплода, не в каких-то там болезнях, то есть пасека в идеальном состоянии, делали все анализы, проверяли, ничего патогенного не обнаружено. Есть только единственное, это вощина, которую купили в определенном месте, и она давала большое количество гибели расплода. Когда этот человек, это было много лет назад, что он заметил и исследовал, имеет также этот человек связь с лабораториями Европы, возили туда на анализ, очень дорогостоящий анализ, кстати, сделать анализ воска. И при этом анализы были проведены. Сейчас он перешел на свой воск. Срезая забрус, перетапливает воск, делает из него собственную вощину. Причем можно делать не при помощи форм силиконовых на столе. На сегодняшний день у нас в Украине практикуется такой метод. Вы собираете свое количество воска, приезжаете на определенный завод по производству вощины, сдаете и либо стоите сами, наблюдаете за сменой работы этого представительства, либо вам производитель дает ссылки на видеокамеры, которые у них установлены на производстве, и вы онлайн наблюдаете за тем, чтобы никто ничего не добавил в ваш воск. То есть полный контроль. На сегодняшний день это доступно. Это, поймите, это имеет подґрунтие, да, это имеет почву, именно потому что вот этот флувалинат, он просто уже убивает расплод на вощине. Влияет также на печень и нервную систему при длительном контакте у человека. Так что вот эти голыми руками, пластинки и так далее, все это очень опасно. Следующий такой же опасный препарат — это флуметрин. Он тоже жирорастворим и даже более устойчив, чем флувалинат. Накапливается в воске очень сильно, мощно, даже при 1-2 обработках в сезон. Вот вам, пожалуйста, полоски весной, полоски в конце медосбора. И у вас в воске флуметринчика достаточно для того, чтобы это можно было назвать высоким содержанием. Практически не попадает в мед. Почему, собственно говоря, все анализы и проходят, мед все нормально, но воск — это уже ваша головная боль. Вред для пчел: изменение поведения, снижение активности, гибель расплода при передозировке. Для человека токсичен, в основном для нервной системы. Канцерогенность не доказана. Вот вам результат. Рака не вызывает, но ничем хорошим не является. Продукты расплода долго сохраняются в вощине, особенно при повторном использовании. Ну, соответственно, если вы оставили гнездовые рамки еще более-менее светлые, нормальные на второй сезон, то представьте, сколько там будет этого вещества. В 2 раза больше, чем после первого сезона. Также я подготовил такую сравнительную характеристику по этим 3 мощным препаратам акарицидного действия. Их класс, механизм действия. На клеща имеется в виду форма применения. Аметраз — это и полоски уже есть, дым-пушка, капельный пролив. Также флувалинат и флуметрин написано. Все. Остатки в продуктах. Я об этом, в принципе, сказал. Это такая суммарная таблица для того, чтобы просто сравнить визуально, вы могли посмотреть. Не буду здесь как бы повторяться и затягивать время. Канцерогенность нигде не доказана. Есть определенная токсичность. И вывод по безопасности и эффективности. Если так распределить эти 3 вещества, то мы можем определить победителя. Это
амитраз при правильном применении. Максимальная эффективность у амитраза и флуметрина, минимальный риск устойчивости, имеется в виду клеща, флуметрин, он реже применяется, и максимальное загрязнение воска, флувалинат и флуметрин. Оптимальный для чередования амитраз плюс кислоты или флуметрин. Значит, также рекомендации, которые мы можем сделать в виде вывода: использовать не более одного сезона подряд флувалинат и флуметрин. То есть в момент, когда вы определили анализами или какими-то кислотами, определили большую заклещенность, тогда используйте в этот сезон эти препараты, так как, знаете, как говорится в инструкциях к антибиотикам, если вред, особенно при применении беременным, там мне нравится эта фраза, если ожидаемая польза превышает возможный причиненный вред. Вот эта фраза, она четко подходит к каждому из этих препаратов. Ну и чередование с органическими кислотами и биологическими методами. Но здесь я тоже хочу сделать определенную ремарку, друзья мои, и сказать вам о том, что нельзя все и сразу вливать в улей и ожидать от этого какого-то максимального эффекта. О чем хочу сказать. В ряде вот этих исследований, их анализа, я увидел такую интересную особенность, что амитраз, которым пользуются практически 99% пчеловодов контрольно, осенью обязательно, он крайне плохо работает в закисленной среде. В принципе, в улье среда всегда кислая, потому что это закисленность, я имею в виду по шкале pH, то среда там не щелочная, а кислотная. А если мы с вами провели обработки кислотами, а потом решили еще бахнуть амитразом для такого устойчивого эффекта, так вот это-то как раз, друзья мои, и негативно влияет на обработку амитразом, что делает более устойчивыми недобитых клещей. Почему? Потому что амитраз в кислотной среде реагирует намного хуже. Если, скажем, он там 99% убил клеща, то в кислотной среде это может составлять 85-90%. То есть применять амитраз после щавелевой кислоты, вы просублимировали кислоту, потом взяли, буквально неделю подождали и обработали амитразом. Вот это может сыграть очень злую шутку. Поэтому здесь нужно подходить именно таким образом. Какой сделать вывод? Можно ли обойтись только кислотами? Для того, чтобы, вы же уже не первый год, если занимаетесь, то тогда делайте так, как вы уже делали. Если это вам не помогло, я знаю, что очень многие мои подписчики, которые пишут мне в личные сообщения в Телеграме, у них пасеки погибли от 50 до 85% пчел погибло. А у некоторых даже полностью, если небольшая пасека, там 10-15 ульев, полностью все пчелы погибли. Или там осталась матка и инвалиды. Так вот, если у вас такая плачевная ситуация, тогда в этом году вам нужно искать другие методы, не те, которые были у вас в прошлом году, потому что прошлогодние, как вы поняли, они у вас не сработали. Если у вас есть несколько ульев, от 10 до 30 штук, скажем, вы можете ульи поделить на группы. И с одной группой 10 ульев провести определенные методы. Мы говорили с вами, это обработка кислотами в весенне-летний период. Это безрасплодный период применить и почередовать эти моменты. Ну и взять, скажем, там из этих, если 30 ульев, 5-4 улья, сколько не жалко, как говорится, жалко, конечно, любую семью, взять и обработать только щавелевой кислотой, посмотреть, что же будет без тяжелой химии. Получится ли вам перезимовать, с какими результатами и как вообще все это у вас пройдет зимовка, насколько пчелы останутся сильной колонией на весну. Только таким образом, опытом экспериментальным, наблюдая за своими пчелами, за методами обработки, записывая эти методы, даты, когда вы что делаете, четко по схеме, соблюдая температурный режим, все предписания инструкции и наблюдая за особью клеща. Только так вы сможете действительно победить клеща и победить его вместе. На самотек пускать ни в коем случае нельзя. И также в конце этого видео я хочу привести вам обещанную таблицу. Таблица, можно так сказать, концентрации семей на квадратный километр по странам. Очень многие люди в моих комментариях меня, ну там даже обижают, оскорбляют, что-то пишут злобное. В плане чего? В плане того, что ой, да ты травишь этих самых пчел, ты травишь себя, ты травишь людей, ты ешь химию и все в таком духе. Потому что я обрабатываю амитразом в конце сезона. Так вот, в первую очередь я хочу обратить ваше внимание на то, что применение шишек и кислого борща может быть в определенном регионе. Обычно там писали, вот мы там живем там-то, и у нас я обработал кассом, и у меня все прекрасно. Вот я там живу там-то, подошел к улью, с перегаром дыхнул, и клеща у меня нет, пчелы выжили. Опять же, я утрирую, но хочу ваше внимание обратить на следующее. Посмотрите, пожалуйста. Есть плотность пчелосемей на квадратный километр. Эта информация не по всем странам доступна, но по многим она доступна. Она отмечена вот в первой колоночке. Вы можете просто взять сейчас и проанализировать эту информацию чисто для себя, для своего кругозора.
Следующий показатель, собственно, из которого получилась первая цифра — общее количество пчелосемей, зарегистрированное в стране, площадь этой страны. И дальше я, конечно же, для, опять же, такого интересной составляющей добавил, какие способы борьбы есть в этой стране. И в последней колоночке мы видим разрешен или запрещен амитраз, флувалинат, флуметрин. Сразу скажу, что некоторые данные, информация может быть неточной. Может быть, я где-то допустил ошибку, но не прям там в каждой строке. Поэтому, если где-то есть неточности, вы, пожалуйста, меня исправьте, напишите об этом. Значит, что хочу сказать вот по тем аборигенам, которые рассказывают про свои какие-то малочисленные поселения людей. Там людей-то мало, а они еще рассказывают про то, что у них и клеща мало. Значит, я посчитал следующую информацию. Я буду говорить за свою страну. Украина. У нас зарегистрировано 2 миллиона 400 тысяч семей. Вот тот регион, про который шла речь в определенной там переписке, он насчитывает всего лишь 100, там, чуть более 100 тысяч пчелосемей. Площадь Украины 603 тысячи квадратных километров, примерно я говорю цифры, а площадь вот того региона 1,5 миллиона квадратных километров. То есть человек, который учит меня обрабатывать кислым борщом, и говорит, что это очень эффективно и помогает. Он живет в регионе, где находится в регионе площадью большей моей страны в 3 раза, а пчелосемей там всего лишь 100 тысяч семей на этот регион. А у меня с площадью в 3 раза меньше. Пчелосемей 2 миллиона 400. И то, конечно, у нас не все регистрируют. Многие там по 10-15 ульев их не показывают. То есть, я думаю, реальная там статистика, она была раньше 2 миллиона 800, то я думаю, там реальная статистика под 3 миллиона семей. То есть, у нас очень высокая плотность содержания семей, расстановки ульев. Посмотрите внимательно по этой таблице. Мы видим, например, с большими площадями страны, это вот там Турция не маленькая, да, но у нее 11,1 плотность пчелосемей. Что касается вот той Германии, которая является яркой представительницей Европы, и многие рассказывают, да вот в Германии не так, вот в Германии не так. В Германии площадь составляет 357 тысяч квадратных километров и всего лишь там 680 тысяч пчелосемей, что составляет 1,9 пчелосемей на квадратный километр. А в Германии там все зарегистрировано, поэтому посмотрите на плотность. Мы говорим просто немножко о разных вещах. Когда мы говорим возьмем вот Китай, да, огромнейшая площадь, как раз там в миллионах исчисляется, 9 миллионов семей, но при этом 0,9 пчелосемей на квадратный километр. Понимаете, о чем идет речь? О том, что в данном случае, если так навскидку глянуть, у нас довольно-таки густонаселенная пчелами получается Украина, Молдова, Беларусь, Испания, Болгария, Португалия, Румыния, Словения, Польша, Венгрия, Турция и так далее. Есть даже Греция и Мальта. Вот эти 2 первые страны, даже 3. Вообще интересно, каким образом там первые 2, Мальта и Греция, каким образом там борются с клещом, если такая огромная плотность пчелосемей, но при этом амитраз там запрещен. Вот это очень интересно. Может быть, есть оттуда мои зрители, подписчики. Скажите, пожалуйста, каким образом там есть информация в открытых источниках, что это щавелевая кислота и флувалинат, амитраз именно запрещен. Ну вот, наверное, они полосками этими и пользуются. То есть интересно, как там. Ну и, конечно, для вообще такой идеальной какой-то картинки еще бы хорошо было не только количество пчелосемей, потому что во многих местах пчелосемьи используются для опыления. То есть пчелы работают на износ, на умирание. Это как вот просто отработанный материал. Поэтому они могут искусственно разводиться, выращиваться, а дальше уже на опыление используются и просто погибают, потому что это определенная такая губительная составляющая для пчел. И поэтому там без разницы, что и чем обрабатывать. Главное, чтобы просто было много пчел, много было опылителей. А еще интересно бы в эту таблицу добавить объемы получаемого меда в стране и объемы экспорта в другие страны. Лидеры и так далее. Ну, я даже знаю, какая страна лидирует и сколько мы отправляем тысяч тонн меда. Но при этом нас пытаются учить те, кто перегаром дышит в улье и говорит, что от этого клещ в принципе сам отпадает. Поэтому наша с вами задача настоящих пчеловодов — оценить знания, получить знания, оценить, проанализировать, выбрать для себя самый безопасный способ, самый эффективный и другим его передать, свой опыт, сказать, что вот так получается нормально, так работает, так пчелы выживают, и вот анализы, вот у нас все прекрасно, все чисто, все хорошо. И когда мы будем ответственно подходить к лечению воротоза, тогда и популяция
семей наших пчелиных будет расти, а популяция клеща будет уменьшаться. Всем желаю крепкого здоровья. Спасибо за внимание. Пишите, пожалуйста, свои комментарии, замечания, пожелания и дополнения, потому что я не могу знать всю информацию, найти. Вы очень во многом мне помогаете, очень во многом корректируете. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Всем удачи, мира, здоровья. Пока.